Здравствуйте, друзья! Сегодняшняя тема будет интересна всем, кто по каким-то причинам не успел вырастить некоторые цветы или хочет дополнительно разнообразить свои клумбы и цветники. Растения, о которых пойдет речь, многим известны и неприхотливые. Их можно посеять семенами в открытый грунт даже в июле. За теплое время они успеют хорошо отрасти и окрепнуть, а некоторые из них даже зацвести к концу лета осенью. Однако посевы придется обязательно притенить от палящих лучей солнца и поддерживать почву в умеренно влажном состоянии. Для защиты от солнца можно использовать укрывное тонкое белое агроволокно. Если в вашем саду пока еще нет декоративной ромашки или невяника, вы можете посеять его семена даже летом. Этот неприхотливый многолетник способен красиво и долго цвести почти все лето и в сентябре. В зависимости от сорта, кустики могут быть разной высоты, а цветы бывают не только простыми, но и махровыми. Есть карликовый бордюрный невяник, среднерослый и высокий. У некоторых сортов ромашки достигают диаметра более 15 см. Это очень красивое, а главное несложное выращивание растения. Посеянный невяник летом еще успеет за теплый период нарастить свою надземную часть и корни, а уже в следующем сезоне обязательно порадует вас своим обильным цветением. Невяник никакого особого ухода не требует и способен расти на одном месте без пересадки не менее 7 лет. Любит солнце и умеренный полив. Если у вас нет особого опыта по уходу за цветами, посадите ароматную матиолу. Это растение полюбили не только за простоту ухода и его внешний вид, но и за чудесный запах. Особенно пахнут цветы матиолы в вечернее и ночное время. Поэтому ее прозвали «ночная фиалка». Очень похожий цветок с матиолой – это неприхотливый гесперис. Его также называют вечерницей за чудесный аромат в сумеречное и ночное время. Хотя его цветы пахнут также днем и в пасмурную погоду. Такие растения часто высаживают вблизи жилых домов, беседок и зон отдыха. Ими также украшают сады в природном стиле. Летом можно посеять гвоздику турецкую. Этот двулетник хорошо размножается самосевом, и его вам не придется выращивать ежегодно. Посадив эти цветы в своем саду, вы будете каждый год любоваться его цветением с июня. Хотя есть сорта, которые зацветают уже весной. Летний посев гвоздики способствует хорошему развитию листовых розеток и корней. Цветение таких сеянцев начнется уже в следующем сезоне. Гвоздика турецкая пользуется широким спросом у садоводов. Она простая в уходе, засухоустойчивая, очень ярко цветет на солнце и в полутени разнообразными крупными соцветиями. К тому же она приятно пахнет. С помощью гвоздики очень просто украсить свои цветники на долгие годы. Только для получения самосева хотя бы несколько отцветших соцветий надо оставить для вызревания семян. Также можно подобрать разные по высоте сорта. Есть низкие до 20 см высотой, средние и высокорослые до 80 см растения. Есть также сорта, которые зацветают осенью повторно. Если вы любитель ярких, неприхотливых цветов, летом сразу в грунт можно посеять рудбекию. Ее красочные крупные ромашки порадуют вас уже в следующем сезоне. Рудбекия любит солнечные участки, но чтобы ваши посевы дали всходы и их не заглушила сорная трава, сеянцы придется своевременно поливать и пропалывать. Зато взрослой рудбекии уже никакой особый уход не требуется. Хотя если вы не желаете иметь ее самосев, отцветшие цветочные головки надо вовремя удалять. Посеять семенами сразу в сад летом можно яркую и засухоустойчивую шольцию. Это растение еще называют калифорнийский мак. Листва шольцы мелко рассеченная, сизо-зеленой окраски, на фоне которой отчетливо выделяются красочные цветы. Их диаметр может достигать 8 см. Они бывают разной окраски и не только простой, но и махровой формы. Если вы относитесь к занятым и неопытным садоводам, обратите внимание на это растение. С ним справится каждый. Благодаря красоте, длительному периоду цветения и неприхотливости шольцы украшают не только частные сады, но и городские цветники. Посевы лучше проводить сразу на постоянное место, то есть без пересадки. Так как у шольцы длинный стержневой корень, пересадка взрослых растений не всегда проходит удачно. В начале и середине июля еще не поздно посеять календулу и космею.
Эти цветы всегда радуют своей яркостью и простотой в уходе. К тому же календула благотворно влияет на почву, очищая ее от многих болезнетворных патогенов и вредителей. Если в июле посеять неприхотливые бархатцы, они смогут порадовать вас цветением осенью, особенно если подобрать раннецветущие сорта. Бархатцы красиво использовать в качестве цветочного бордюра, для переднего плана цветников и оформления приствольных кругов деревьев. Летом также можно посеять настурцию. Это растение хорошо растет на легких суглинках с нейтральной или слабокислой реакцией. При посеве не лишним будет добавить песок. Семена настурции крупные. Чтобы они быстрее проросли, перед посадкой их лучше замочить на день в воде или пару суток выдержать во влажной салфетке. При посадке учитывайте объемы растений. Настурция бывает кустовой и плетистой. Вьющиеся виды красиво смотрятся на подпорных стенках и даже как цветущий почвопокровник. Среди этого многим хорошо известного растения есть множество разных видов и сортов. Очень интересная многолетняя настурция пятилистная и иноземная. Также в качестве эффектного ампельного растения можно высадить настурцию лазаревую, которая неустанно цветет множеством сине-голубых цветочков. Конечно, эту шикарную настурцию лучше выращивать в домашних условиях, зимовкой в прохладном помещении. Родина настурции – Южная Америка, поэтому в открытом грунте средней полосы она не зимует. Если посеять в середине лета семена немофилы, ближе к осени она еще успеет зацвести и дать свой самосев. Конечно, к северным садам это не относится, так как у них достаточно короткое лето. Из голубой немофилы получаются шикарные цветочные ковры, напоминающие водную гладь. Хотя в продаже можно найти семена не только голубой, но и прочие окраски. Этот почвопокровник высотой всего до 20 см. Хорошо разрастается с помощью стелющихся побегов. Цветет обильно волнами с начала лета по сентябрь. В своих цветниках можно посеять виолу. За теплый летний период ее кустики хорошо отрастут, а цветением виола порадует вас уже с весны следующего года. Красочные виолы отличаются не только окраской и размерами цветов, но и продолжительностью жизни. С годами цветочки могут мельчать, поэтому это растение лучше обновлять свежими посадками. Виола также хорошо размножается самосевом. Летом еще не поздно посеять яркие колиусы и амаранты. Эти растения привлекают внимание своим пестрым видом. Амарант цветет пышными и разными по форме соцветиями, которые украшают сад до поздней осени. Колиус невероятно красив своей разнообразной палитрой ярко окрашенных листьев. Чтобы не выращивать кустики каждый год, их можно забрать на зиму в прохладное помещение. Ближе к весне отделить части веточек и начеренковать. Полученные молодые кустики можно будет высадить в сад, когда устоится теплая погода. Хотя колиусы способны выдерживать кратковременное понижение температуры до -5 градусов по Цельсию. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Какие цветы вы можете порекомендовать для посева летом? Я буду благодарна всем вашим комментариям, добрым советам и лайкам. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы в будущем не пропускать выход новых роликов. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на канале Добрый сад.